Ракетный удар по скоплению войск, куда били и по ком версии сторон. Путин резко меняет позицию, новая тактика России, переговоры в тупике, центр Киева под прицелом. Ястребы войны говорят о гневе Кремля. Почему? Зеленский экстренно прибыл в штаб войск. Обращение к Путину с линии фронта. Отправка подкрепления на Донбасс. Идут те, кого Москва считает террористами. В чем суть? Стрельба на границе России с НАТО. Спецназ РФ открыл огонь. Бои за Ленинградскую область. Официальное заявление. Масштабные маневры. США призвали ВСУ не наступать на Крым. Откровенное признание и зеленый свет Путину. США сказали Москве воевать за землю Украины. Атаки РФ на британские военные объекты и операция ГРУ в Германии. Лидеры антирейтинга Путин, Лукашенко. Кто еще в черном списке? Удар союзника по России и масштабная катастрофа на границе Непала и Тибета. Десятки украинцев и россиян числятся пропавшими без вести. Армия поднята по тревоге. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядкова», 27 августа на календаре. Давайте начнем. Серия взрывов и ударов – это кадры из Донецка. Там ликвидируют последствия масштабных прилетов, в том числе по самому центру города. Основные повреждения зафиксированы в районе торгово-развлекательного центра Донецк-Сити. Также сообщалось о взрывах вблизи железнодорожного вокзала, Донбасс-арены, парка Гулливер и на проспекте Ильича. В Донецке заявили об ударах по густонаселенной части города и сообщили о 3 пострадавших мирных жителях, включая ребенка. Украинские осинт-источники, в свою очередь, утверждают, что целью атаки были места размещения российских военнослужащих и командный пункт 51-й армии РФ. В отдельных сообщениях изначально сообщалось о применении ракет «Фламинго», однако после военные с 2 сторон написали, что это вряд ли «Фламинго». У них другая траектория полета и все похоже на дефицитные ракеты «Шторм Шэдоу». Вот что о целях атаки пишут украинские осинт-аналитики, цитирую. Кстати, прилеты были не по ТРЦ, а по значительно более интересным целям, где расквартировались военные РФ. Подробности позже. Оккупационная власть почему-то не спешит делиться кадрами с места. Знают, что если покажут реальные последствия, сказка про фашизм и удар по гражданским сразу развалится. Все прекрасно понимают, куда именно прилетело и кого там накрыло. Стрельба на границе России с НАТО. Москва готовится к вторжению и к боям за Ленинградскую область. Силы ФСБ и Росгвардии отправлены на северо-западные рубежи РФ. Там состоялись крупные командно-штабные учения «Содружество-2026», направленные на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и нейтрализацию угроз на государственной границе, говорится в официальном сообщении. В маневрах, организованных в Ленинградской области, граничащей с Финляндией и Эстонией, спецназ СОБР «Гранит» открыл огонь и отработал комплекс оперативно-розыскных мероприятий по обнаружению, преследованию и нейтрализации условной ДРГ, сумевшей пересечь госграницу. Кроме того, говорится, что параллельно артиллерийские расчеты 120 миллиметровых минометов, входящие в состав 33-й бригады оперативного назначения Росгвардии, нанесли прицельные удары по выявленным позициям противника. Официальные ресурсы дополняют информацию еще и таким абзацем. Росгвардейцы и пограничники отработали усиление контроля за пограничным режимом на государственной границе в пунктах пропуска, а также блокирование районов и прикрытие маршрутов движения объектов пограничного поиска. США призвали ВСУ не наступать и не воевать за Крым. Такой сигнал Киев получил во время событий 2014 года, когда Россия зашла на полуостров. В результате украинская сторона потеряла только одного военнослужащего в Крыму за все 12 лет войны. Об этом Зеленский лично рассказал Трампу, утверждает Кит Келлог. Бывший спецпредставитель президента США раскрыл детали разговора Зеленского и Трампа в интервью каналу Мосейчук+. По его словам, Трамп раньше не знал ни об этом призыве Вашингтона не воевать, ни о потерях Украины за Крым. Кроме того, экс-представитель Трампа по Украине заявляет, что теперь американский президент не против, чтобы Путин воевал за Донбасс. Таким был его ответ в Анкоридже. Если России нужны эти земли, пусть она понесет большие потери, а не получит Донецкую и Луганскую области без выстрела по крымскому сценарию. Келлог озвучил данные США. По его оценке, Москва потеряла от 1 200 000 до 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными.
Послушайте. Трамп лично не давил на президента Зеленского, чтобы тот добровольно отдал Донбасс или Донецкую область. Кажется, это стало понятно во время саммита на Аляске. Думаю, что Путин надеялся, что Трамп надавит на Зеленского, чтобы тот отдал ему оставшуюся часть Донецкой области, но этого не произошло, потому что Трамп, по сути, озвучил то же самое, что и я. Если вам нужна эта земля, воюйте за нее. С военной точки зрения, потери, которые несут россияне, просто астрономические. Зеленский прибыл в штаб войск. Обращение к Путину с линии фронта. Киев перебрасывает силы и усиливает Донецкое направление. По итогам встречи с военными на Александровском направлении, где раньше по заявлениям Банковой были освобождены территории от российских войск, Зеленский отправил сигнал в Кремль и объявил об усилении обороны Донецкой области 2 обновленными группировками. Об этом Зеленский уже сообщил, находясь у стелы города Запорожье. Первое. Будут усилены наши позиции в Донецкой области благодаря 2 обновленным группировкам. Командующими будут герой Украины Денис Прокопенко и герой Украины Андрей Белецкий. Украинские медиа дают понять, что это вызов Путину, речь о назначении именно этих людей, ведь и Прокопенко, и Белецкий – выходцы из полка Азов, ненавистного в России, который еще в 2022 году Москва признала террористической организацией. Z-блогеры также пишут, что такое назначение на этот рубеж – это демонстрация того, что Украина не будет сдавать Донбасс, и Прокопенко с Белецким – это прозрачный, однозначный и невербальный намек Москве. Это была цитата. В то же время Путин принял решение бить по центру Киева, и не только. Россия резко меняет тактику, об этом пишет Bloomberg. Кремль готовится кратно усилить удары по Украине. Там пришли к выводу, что переговоры о мирном соглашении окончательно зашли в тупик. Источники агентства утверждают, что переговорные механизмы фактически развалились, а Москва и Киев вернулись к исходной точке. Цитирую. На данный момент Россия рассматривает возможность наращивания мощных ударов обычными баллистическими ракетами по Киеву, в том числе по центру украинской столицы, а также по объектам инфраструктуры в других городах Украины, сообщили источники. По данным этих источников, в Москве также говорят, что ни санкционное давление, ни украинские атаки на российские НПЗ и логистические объекты не заставят Путина остановить войну. Ответ Москвы, по информации Bloomberg, может последовать по наиболее болезненным направлениям. Это удары по наиболее чувствительным секторам украинской экономики. На этом фоне агентство приводит еще более тревожную оценку. Все больше российских чиновников, ястребов войны, допускают, что в крайнем случае Путин может пойти на применение тактического ядерного оружия в Украине. Впрочем, Bloomberg отдельно подчеркивает, на данный момент никаких признаков того, что Россия действительно готовится применить ядерное оружие, нет. Удар России по Германии. Операция разведки ГРУ в тылу НАТО. В США заявляют о российском следе в аэропорту Лейпцига, где пытались взорвать украинский самолет. Об этом ABC News сообщили представители американской разведки. В заявлении говорится, что на Россию указывают тип взрывчатки и конструкция устройства. К такому выводу американцы пришли вместе с немецкими службами. Напомню, дрон нашли 4 августа в аэропорту Лейпцига. Через этот грузовой узел США и союзники по НАТО перевозят оружие в Украину. Беспилотник обнаружили рядом с украинским самолетом. К нему прикрепили взрывчатку и детонатор. Взрыва не произошло. Механизм подрыва оказался отсоединен. Берлин пока не назвал виновных, но Мерц накануне пообещал вскоре раскрыть результаты расследования. Российская СВР назвала обвинения преждевременными, а следователи уже определили предполагаемую цель атаки. Следователи считают, что беспилотник со взрывчаткой предназначался для вывода из строя самолетов на аэродроме, чтобы задержать поставки в Украину и предупредить Германию о последствиях дальнейшей поддержки Киева. Главная мишень – военные объекты Британии. Лондон получил предупреждение. Британские службы безопасности готовятся к возможному ответу Москвы за активную поддержку Украины. Среди потенциальных целей источники Daily Mail называют оборонную инфраструктуру страны. В Лондоне считают, что Кремль может перейти от слов к действиям. Речь идет об атаке беспилотников, поджогах, кибератаках и других полувоенных операциях.
При этом уровень эскалации может быть рассчитан так, чтобы не спровоцировать прямой ответ НАТО, говорится в материале. Отдельно бывший замглавы МИД России Андрей Федоров допустил, что что-то может случиться, это была цитата, с британскими предприятиями, производящими беспилотники для Украины, уточнив, что атака может исходить от неизвестных источников. Причиной растущего напряжения называют усиление военного сотрудничества Лондона и Киева. Это и недавний визит премьера Бернема в Украину, а также использование Украиной дронов в Британии для дальнобойных атак по России, напоминают авторы материала. Другие источники отметили, что внезапный отзыв России своего посла из Лондона расценивается как знак того, что готовится что-то крупное. Крупнейшие британские производители оборонной продукции, участвующие в выпуске вооружений, усиливают физическую охрану и принимают меры для предотвращения кибератак. Советник Кремля дерзко намекнул, что заводы, производящие беспилотники для Украины, могут стать целью неизвестных сил. Операция ФСБ в Украине. Цель – глава оборонного предприятия. Его планировали взорвать в собственном автомобиле, заявляет СБУ. Новые детали дела теперь опубликованы не польской, а украинской стороной. Взрывное устройство мощностью 2 кг в тротиловом эквиваленте оказалось под водительским сиденьем. Украинская спецслужба обвиняет ФСБ в организации преступления в Ирпене под Киевом, а исполнителем назван 63-летний пенсионер, переехавший в Киевскую область из Луганской. СБУ утверждает, что ФСБ завербовала его через сына, который живет в России. Сразу после закладки взрывчатки мужчина сел на автобус и уехал в Польшу. А дальше собирался через Беларусь выехать в Россию, но его арестовали польские силовики. Украина уже запросила его экстрадицию. Взрывное устройство, кстати, не сработало ранее, сообщали в Польше. Получив инструкцию от российских кураторов, фигурант купил в одном из местных магазинов 2 мобильных телефона и пауэрбанк. За месяц до преступления он забрал из ранее подготовленного тайника остальные компоненты самодельной бомбы. Затем злоумышленник собрал устройство и прикрепил его к автомобилю. Волынь, соцвыплаты и Москва названы главные причины накала отношений между поляками и украинцами. Первые озвучили свои претензии. Данные масштабного опроса приводит издание РМФ-24. Главной причиной охлаждения к украинцам чуть более 45% поляков назвали споры вокруг волынской трагедии и исторической политики. На втором месте – соцвыплаты украинцам в Польше. Так ответили больше трети опрошенных. А дальше – российская дезинформация в сети и заявления украинских политиков в адрес Варшавы. Личный негативный опыт отметили почти 18% поляков. Но оценки резко расходятся в зависимости от политических взглядов опрошенных. Сторонники власти на первое место ставят пропаганду из России, почти половина, а у избирателей оппозиции впереди Волынь, 55% опрошенных, и уже следом соцвыплаты. Что отношение к украинцам не ухудшилось вовсе, считают лишь 7,5% опрошенных. А теперь взгляд с украинской стороны, оттуда холодный сигнал сразу в Варшаве и Вашингтону. Президент Польши Кароль Навроцкий оказался почти на дне рейтинга западных лидеров, вызывающих симпатию у украинцев. Положительно к нему относятся только 20% опрошенных, отрицательно 62%. Это показал опрос Rating Group, о котором пишет «Европейская правда». Хуже результат лишь у Дональда Трампа. Положительно американского президента оценивают 16%, отрицательно сразу 77%. Среди всех западных политиков именно Трамп и Навроцкий получили меньше всего симпатий, а общий антирейтинг возглавляет Путин, у него 97% негативных оценок, следом идет Лукашенко 90%. При этом отношение к Макрону и к Эрдогану улучшилось по сравнению с 2024 годом. А вот как украинцы оценивают нынешних и прежних руководителей Германии и Венгрии. Послушайте. Канцлера Германии Фридриха Мерца воспринимают более положительно, чем предыдущих канцлеров Германии. Если Мерца положительно оценивают 64%, то к Олафу Шольцу положительно относились 57%. Премьер-министра Венгрии Петера Мадера оценивают значительно положительнее, чем его предшественника Виктора Орбана, у которого было 74% негатива. У Мадера 34%.
Удар союзника по России. Смена курса. После прихода новой власти Будапешт официально закрепил внешнеполитический разворот. Правительство Петера Мадера прямо назвало поведение России угрозой для самой Венгрии, Европы и мирового порядка. Постановление подписал премьер-министр, оно уже опубликовано в официальном вестнике страны. Документ содержит инструкции для венгерской делегации на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Отдельно Будапешт признал право Украины на самооборону и заявил об опасности для венгров Закарпатья. При Викторе Орбане официальные документы также осуждали российскую агрессию, однако нынешняя формулировка значительно жестче. Послушайте, как она звучит. Венгрия осуждает российскую военную агрессию и полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах, а также признает право Украины на самооборону. Поведение России представляет угрозу для Венгрии, Европы и глобального порядка, а также подвергает серьезной опасности венгерское меньшинство, проживающее в Закарпатье. Военные, полиция, спецназ подняты по тревоге. Задействована военная авиация, дроны, кинологи и медкоманды. Масштабная катастрофа. Спасательная операция развернута на границе Непала и Тибета. Невероятных масштабов силевой поток снес все, что можно было на своем пути. По последним данным полиции Непала и китайского телеканала CCTV погибли не менее 160 человек. Почти 500 числятся пропавшими. Среди них иностранные туристы и паломники, военные, полицейские, работники электростанций. Более 100 человек уже эвакуировали вертолетами. Среди пропавших без вести 53 украинца, пишет BBC со ссылкой на МИД Украины. Россия сообщает, что не может связаться пока с 4 своими гражданами, которые были в зоне бедствия. Специалисты считают, что катастрофу вызвал гигантский обвал льда и горных пород. Он накрыл реку Пхоте-Коше и поднял разрушительную волну. Сначала сейсмические сигналы приняли за землетрясение магнитудой 4,4. Однако геологическая служба США позже уточнила, колебания вызвал сам оползень. Некоторые районы до сих пор отрезаны от внешнего мира. Пострадавшие территории правительство Непала объявило зоной бедствия на 3 месяца. Со срочным обращением к стране выступил и президент. Известие о человеческих жертвах и разрушениях, вызванных внезапным наводнением на реке Пхоте-Коше, глубоко меня опечалило. В этот кризисный момент я призываю правительство, политические партии, общественные организации, силовые структуры и граждан активизировать спасательные работы и оказание помощи. Друзья, на этом все. Спасибо за поддержку. До встречи уже завтра.